Домашнее сливочное масло – это очень вкусно. Оно ароматное, без каких-либо посторонних жиров, а сделать его очень просто. Всем привет! Меня зовут Галина Артеменко, и это видео я хочу посвятить сливочному маслу. Выбор в современных магазинах невероятно огромный, от прекраснейших образцов и заканчивая ужаснейшими. Еще можно приготовить сливочное масло самостоятельно. Даже если вы не собираетесь делать этого на регулярной основе, сделать это хотя бы один раз очень интересно. Для приготовления домашнего сливочного масла я купила густые деревенские сливки. Также я проведу эксперимент и попробую приготовить масло из сливок магазинных. Поэтому дальше о том, что из этого вышло, сколько масла из этого вышло, а также пара слов о том, как я выбираю масло в магазине. Начну с деревенских сливок. Я купила 1 килограмм. Хорошо охлажденные сливки отправляю в чашу комбайна с ножами. Готовить масло в комбайне мне нравится больше всего. Это быстро и никаких брызг, как это иногда бывает при взбивании миксером. Включаю комбайн и просто жду. С моим комбайном весь процесс занимает всего 10 минут. Посмотрите, как в процессе меняется текстура сливок. Постепенно она становится плотнее, а затем и вовсе превращается в комки, когда масло отошло от пахты. Если сливки свежие, снятые в тот же день, они будут жидковаты. Лучше выдержать их в таком случае в холодильнике в течение суток. Сейчас видно, что сливки уже начали образовывать комки. Это значит, что осталось подождать еще совсем немножко. Согласитесь, просто стоять и наблюдать за массой в комбайне куда удобнее, чем взбивать ее миксером или же готовить и вовсе вручную, взбивая сливки в банке. Итак, отчетливо видны комки масла и то, как отделилась пахта. Этап взбивания окончен. Посмотрите, как выглядит масса вблизи. Пахту не выливайте. Из нее получится прекрасный хлеб, кексы, оладьи и вафли. Теперь нужно выжать остатки пахты из масла. Кому-то удобнее делать это, подливая в масло ледяную воду и вымешивая смесь словно тесто. Но мне удобнее делать так, как показано на видео. Я отправляю масло в небольшую миску и начинаю растирать его, выжимая пахту. Проще делать это не сразу со всем объемом масла, а частями. Сейчас видно, как капельки пахты выходят из масла. Чтобы выделившаяся пахта не мешала, время от времени сливайте ее в отдельную пиалу. Когда масло перестанет отдавать пахту и станет эластичным, однородным, оно готово. Пока я буду заниматься оставшейся частью масла, я придаю уже готовой порции форму шарика и отправляю в холодную воду, чтобы оно не нагревалось. Закончив с маслом из деревенских сливок, приступаю к своему эксперименту. Вливаю магазинные жирные сливки в стакан и начинаю взбивать. Взбиваю, долго взбиваю. Сливки прибавляют в объеме, но пока намека на выделение масла нет. Спустя 15 минут техника попросила дать ей отдохнуть, и я решила продолжить взбивание обычным ручным миксером. Сливки взбились, стали пышными, кремовыми, но опять-таки намека на выделение масла нет. После того, как устал и миксер, я обратилась к уже фигурировавшему комбайну с ножами, но и он не дал ожидаемого результата. Что ж, придется применить эти сливки для какого-нибудь другого рецепта. Несколько слов о том, как я выбираю готовое сливочное масло в магазине. На этапе покупки вы не можете его понюхать, попробовать на вкус, попробовать надрезать ножом, посмотреть на то, как оно себя ведет. Поэтому есть только 3 вещи, на которые вы можете обратить внимание. Первое – это то, что сливочное масло не может быть жирностью ниже 82,5%. Второе – в составе должен быть указан только один ингредиент – сливки. И третье – в упаковке сливочное масло должно быть плотным и твердым. К примеру, в магазине я подошла к стойке с маслом 82,5%. И что? Часть твердая, как и должна быть, а часть мягкая. Сливочное масло не может быть таким. Я купила несколько разных марок, чтобы рассмотреть их поближе. Можно изучить вкус, аромат, цвет. Холодное сливочное масло должно быть твердым, но, как видно сейчас по видео, присутствует как совсем мягкое масло, так и плотное, и даже какое-то рыхлое, напоминающее по текстуре пластилин. Мягкое без проблем можно намазать на хлеб прямо из холодильника, но так быть не должно. А вот то, что трудно поддается, отличное. Постояв при комнатной температуре, хорошее масло размягчится, но при этом не потеряет форму и не потечет. Посмотрите, как по-разному ведут себя мои образцы. Самое первое масло размягчилось настолько, что кажется, будто оно вот-вот потечет. И это в холодное время года. Представьте, что будет, если вы решите приготовить из него масляный крем, да еще и в теплое время года. А вот последний образец мой фаворит. Оно размягчилось, но при этом прекрасно держит форму.
Ну и теперь я предлагаю взвесить свое домашнее масло и посчитать, во сколько же оно мне обошлось. Итак, из 1 килограмма сливок я получила 571 грамм домашнего масла. По курсу цена сливок почти $4,3 за килограмм, масла в итоге почти 7,5. Плюс трудозатраты, конечно, но это были приятные трудозатраты. Ну и хранение. Можно оставить масло в форме колобков, которые получились на этапе приготовления, а можно придать ему стандартную форму брусочка, которая, как мне кажется, и эстетичнее, и удобнее в использовании. Кстати, формовать лучше всего масло, когда оно не слишком охлажденное. У меня к моменту формовки оно остыло уже достаточно сильно, и брусочек получился не очень гладким. Придать форму маслу можно при помощи пластикового контейнера, проложив его пленкой. А хранить мне нравится масло, завернув его в бумагу, а затем в пленку или в фольгу. В холодильнике храните масло в течение 2 недель, а для более длительного хранения лучше разделить его на порции и хранить в морозилке. При этом помните, что масло отлично впитывает запахи, поэтому всегда хорошо заворачивайте его. Также вы можете придать маслу форму цилиндра, которая тоже смотрится симпатично. Завернуть его можно в пергамент и пленку, просто в пленку или просто в фольгу. Друзья, если вы когда-либо готовили домашнее сливочное масло, пишите мне об этом в комментариях. Если делали это из магазинных сливок и у вас получилось, напишите, какую торговую марку использовали. Мне будет интересно попробовать, если она тоже продается в моих магазинах, и сравнить тот результат, который я получила с теми сливками, которые использовала в этом ролике. Если у вас ничего не получилось так же, как и у меня, тоже напишите об этом в комментариях. Если видео вам понравилось, ставьте пальцы вверх. Обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Жмите на колокольчик и будете получать уведомления о выходе новых видео. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».